Привет, друзья! С вами Лада. Мы продолжаем готовиться к Новому году, и в этом видео я покажу, как сплести вот такой новогодний подсвечник или новогоднюю вазочку из газетных трубочек. Так что присоединяйтесь, приятного просмотра и легкого плетения. Плести я буду из вот таких газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу, из чистой газетной бумаги, крашу и обрабатываю. В отдельных своих видео я показываю все эти процессы, ссылки оставляю в описании под видео, заглядывайте туда. Также в описании под видео я подробно описала процесс того, как я красила эти трубочки, какого цвета колер брала и в каких пропорциях. Ну а само изделие, само круглое донышко я буду плести вот на таком толстом фетре. Этот фетр помогает защитить от истирания соприкосновения с поверхностью круглого плетеного дна. Подсвечник у меня будет не такой уж и большой, поэтому в основании плетения круглого дна я беру не так уж и много трубочек. Всего 6 трубочек, но здесь один нюанс, они у меня очень длинные, я их удлинила, нарастив трубочки вместе. То есть длина моей трубочки 30 сантиметров, а сейчас длина каждой трубочки получилась 60 сантиметров. Это я сделала для того, чтобы впоследствии их не наращивать уже в самом донышке, и будет материал, из чего делать загибку. Ну и здесь уже по видео вы видите, что я начинаю плетение круглого дна, я выкладываю трубочки крест-накрест, 3 на 3 и начинаю их оплетать, эту всю конструкцию. Где-то удобно оплетать эту конструкцию на весу, поэтому я какие-то элементы так делаю. Ну и первые 2 ряда я оплетаю конструкцию по 3 трубочки, а уже потом я эти 3 трубочки разделяю по одной и оплетаю по одной трубочке. И вот таким образом я плету дальше. Здесь тоже один нюанс есть. Так как я потом это плетение буду переворачивать, поэтому вот эта моя лицевая сторона, она будет у меня изнаночной. И наращивание я делаю именно с этой стороны. Все для чего? Для того, что впоследствии этого все равно не будет видно. Здесь закроется такой, можно сказать, плетеной ногой у подсвечника. Ну а другая сторона, она все-таки будет видна, будет на поверхности с лица, поэтому там должно быть все аккуратно. Поясню сейчас, что я делаю в этом кадре. Я проплела 3 ряда по одной трубочке, то есть в общей сложности у меня получилось 5 плетеных рядов, 2 по 3 и 3 по 1. И я сейчас беру вот эти остатки трубочек и вставляю их в плетеные ряды. Все это делаю я для того, чтобы занять место, чтобы впоследствии, когда уже будет основание подсвечника сплетено, я вместо вот этих остатков трубочек ставлю новые трубочки и буду плести ножку подсвечника. Это, возможно, очень похоже на плетение чашки с блюдцем. Некоторые так и делают, то есть они занимают этими же остатками трубочек место, плетут тарелочку, а потом уже вставляют трубочки для плетения чашки. Так тоже можно. Здесь я уже плету дальше, не захватывая эти остатки трубочек, они у меня вот таким образом торчат немного, не мешают абсолютно, они маленькие, поэтому их легко обходить. После того случая, как я вставила эти остатки трубочек, я проплела еще 3 ряда по одной трубочке, и сейчас я к каждой стойке подставляю еще одну, и соответственно у меня получаются двойные стойки. Для того, чтобы дополнительные стойки вставлялись легко, во-первых, я у каждой трубочки обрезаю наискосок кончик, и во-вторых, я ножницами немножечко раздвигаю, расширяю место у уже имеющейся стойки для того, чтобы трубочка проскользнула туда очень легко. После того случая, как я подставила дополнительные стойки, я проплела еще один ряд. В общей сложности у меня всего получилось 9 рядов. Я переворачиваю плетеную конструкцию и начинаю плести, поднимая стойки, плести стенки. Ну и теперь я начинаю и продолжаю уже плести стенки моего будущего подсвечника, поднимая стойки очень аккуратно, потому что здесь у нас двойные стойки, и все-таки за этим нужно более аккуратно следить. В общей сложности я проплела 3 ряда стенок, и сейчас я убираю рабочие трубочки. Кстати, это все можно плести и по форме, можно плести и без формы. Если вы уверены, то плетите без формы. Если вы не уверены в том, что у вас получится все аккуратно или вам удастся выдержать высоту и форму, то плетите, конечно, по форме.
И сейчас я показываю, как у меня выглядит вся эта конструкция, пока полуконструкция, можно сказать. И вы видите местами, как камера все-таки очень искажает цвет, но тут уже ничего не поделать, техника, она такая техника. И сейчас я приступаю к загибке. Здесь мне хотелось сделать что-то вроде косы, но немного другой вариант попробовать. Я в Пинтересте увидела косу такую на корзине из лозы, и мне захотелось именно здесь ее воплотить. Но я немного отвлеклась, в общем, я этапы плетения косы перепутала, и в итоге у меня появилась какая-то своя коса. В общем, давайте разбираться. Итак, я определила место, откуда я хочу начать загибку, и я беру первую двойную стойку, вот таким образом ее изгибаю и опускаю вниз. Вторую двойную стойку точно таким же образом изгибаю, опускаю вниз и остатками трубочек занимаю места в этом месте, чтобы впоследствии туда убрались уже конечные двойные стойки. Далее я беру крайнюю левую пару трубочек снизу и завожу за вторую вертикальную двойную стойку внутрь. Вот таким образом, как на видео. А первую вертикальную двойную стойку я опускаю вниз на заведенную пару трубочек. Далее принцип повторяется. Я беру самую крайнюю левую пару трубочек снизу, завожу за двойную вертикальную стойку и первую вертикальную стойку я опускаю вниз на заведенную пару трубочек. Далее я плету эту загибку по кругу по такому же принципу. Здесь важно, чтобы вот эти концы трубочек, которые у нас остаются внутри, не мешались вам. Но, конечно, здесь я не учла несколько нюансов. Во-первых, здесь у меня маленькое изделие, и, соответственно, те концы трубочек, которые выведены внутрь, они в этом плане там все перемешались, и, соответственно, мне было не очень удобно плести. То есть для такой загибки все-таки нужен диаметр побольше. Плюс у меня очень большое вышло расстояние между стойками, а с такой загибкой все-таки мне кажется, что расстояние между стойками должно быть хотя бы 1,5 сантиметра. Это очень оптимально. И еще нюанс. У меня здесь трубочки очень скользкие оказались. Я их красила колером с эмалью и плюс обрабатывала еще. И, в общем-то, они оказались у меня даже более скользкие, чем мои обычные трубочки. Как так получилось, не знаю, но как получилось, так получилось. И мне, соответственно, пришлось вот эту всю конструкцию держать очень хорошо, потому что трубочки норовили друг из друга выпрыгнуть, и, в общем, было немножко сложновато. А вообще то, что я вам сейчас сказала, это, конечно, все отговорки, потому что сама загибка делается немного по-другому. Ну, то есть принцип начала плетения этой загибки точно такой же, как я показала, только одновременно эти концы трубочек, которые у меня уходят вовнутрь и там же остаются, они одновременно прячутся в другое место. Но как есть, так есть. Видимо, кто-то меня или что-то отвлекло, и, конечно, я пошла делать загибку так. Но всегда есть выход, и если даже вы ошиблись, то всегда есть выход это исправить. И здесь у нас уже загибка подходит к концу, то есть этот этап загибки подходит к концу. Здесь я беру самую левую пару трубочек снизу, завожу ее вот в это место, как на видео. В этом месте у меня нет уже второй вертикальной стойки, потому что здесь у меня уже идет начало нашей загибки, и, соответственно, все уже у нас заведено. Но здесь нужно обязательно видеть этот момент. Далее на эту заведенную пару трубочек я опускаю последнюю двойную стойку, и получается, что снизу у меня смотрят две двойные пары трубочек. Соответственно, левую пару я пропускаю внутрь начала загибки в первую петельку, а ту пару, которая осталась, я пропускаю во вторую петельку загибки, вот таким образом, как на видео. Ну и в этом кадре у меня уже происходит заключительный этап загибки. Все торчащие внутри концы трубочек я продеваю внутрь плетения самой загибки и вывожу их наружу. Многие меня спрашивают, как не запутаться в плетении загибок. Скажу вам так, что, конечно, запутаться очень легко, особенно если загибки сложные какие-то, со сложными элементами. Здесь я делаю следующим образом. Либо я плету загибку очень-очень внимательно, аккуратно, осознанно и замечаю каждый виток, как ложится, как складывается рисунок, принцип плетения. Или следующий такой вариант, я проговариваю, как я эту загибку укладываю. Это тоже помогает, и впоследствии, когда я подхожу к концу, я уже вижу, как у меня должен сложиться рисунок в конце и в начале загибки,
чтобы она получилась. Поэтому здесь я советую ни в коем случае не торопиться, плести осознанно, плести внимательно и замечать, подмечать принцип плетения на каждом этапе. Ну и, конечно, загибочку я поправила со всех сторон, и вот такая она у меня красавица получилась. Я пока вот эти торчащие концы не обрезала, но их можно обрезать, на самом деле они, в принципе, сейчас даже и не мешают, пусть торчат. И сейчас я буду приступать к плетению ножки. Я вот таким образом переворачиваю плетение вот этой всей конструкции, которая у меня надета на форму, на банку. Здесь у меня торчат мои остатки трубочек, я их вынимаю и вставляю сюда уже новые трубочки. Чтобы это все очень хорошо держалось, я капаю внутрь клея ПВА. И сейчас я начинаю плести ножку подсвечника, начинаю оплетать все эти трубочки, вставленные только что, простой веревочкой в 2 трубочки. Здесь вы уже сами решаете, какую форму ножки вы хотите увидеть у своего подсвечника. У меня это будет ножка немного расширенная у основания, поэтому в соответствии с этим я и расширяю плетение, как бы сказать, кверху, но вверх у меня будет уже основание моего подсвечника, если я его переверну. Девяти рядов мне достаточно, у меня подсвечник будет не очень высокий. Сейчас я убираю рабочие трубочки и делаю загибку. Загибка очень простая, легкая. Сначала я трубочки стойки завожу друг за дружку, а потом каждый конец трубочки я просовываю где-то через 2 стойки в 3 внутрь. На самом деле тут не важно, какая загибка у вас будет у основания, но вы выбираете ту загибку, которая вам больше нравится. Вы можете также выбрать загибку косы, чтобы и у основания тоже было все такое интересное. А можете вообще обрезать стойки, и тоже получится хорошо. Здесь у меня последний этап в плетении ножки подсвечника. Я внутренние вот эти остатки трубочек, концы трубочек обрезаю. Ой, еще не все, у меня же торчат те концы от загибки, от самого подсвечника, которые я оставляла. И сейчас я их тоже обрезаю. А вот подсвечник теперь готов, почти готов. На него я наношу патину белой краской и затем его лакирую. А теперь уже можно сказать, что подсвечник полностью готов. Вот такой он у нас получился. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И обязательно ставьте лайки, если видео и идеи вам понравились. Также обязательно делитесь этим видео со своими друзьями-рукодельниками, я очень надеюсь, что эта идея им тоже понравится. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение легкого плетения вам. Увидимся очень скоро в следующих видеотрансляциях. Пока-пока!